Привет, девочки и мальчики! Сегодня обзор о фальш-камине буду рассказывать. И еще я сделала для себя доску, напоминалочку. До Нового года осталось 73 дня. Вот так вот веселенько у меня. Теперь о камине. Мысль пришла о фальш-камине тогда, когда я устала смотреть на свою голую батарею. Для начала я обмерила, сделала расчеты, что мне нужно купить. Ну, а все подгоняла уже дома по сантиметрам, миллиметрам. Поехала в строительный магазин уже со списком, что мне нужно для строительства моего задуманного сооружения. До последнего думала, получится, не получится. Вот. В магазине поймала тамошнего работника и не отпускала его до тех пор, пока он мне не ответил на все вопросы и пока у меня не стало все лежать в моей тележке, все, что мне нужно. Сейчас покажу. Купила уголки, шурупы, фанеру, обычный брус. У меня 2×3, но лучше покупать у меня такой 2×3. Вот. Но лучше купить 4×4 покрепче. Клей купила, кирпичики. Вот. Сейчас покажу, какой клей. Вот такой вот клей. Я, значит, склеивала сначала досточки там, всякие палочки, а потом уже на уголки крепила. Ну, чтобы ничего не болталось, получше держалось. Вот кирпичики мои декоративные. Еще они у меня остались. Ну, я еще подкупала, стены обклеивала. Вот они, кирпичики эти. Они бывают и не очень ровненькие. Ну, ничего страшненького. Бывает и брак колотый. Они тоненькие, легкие. Вот клей. Специально мне там посоветовали. Сначала, значит, сделала каркас я. Потом, значит, из обычного бруса приделала, обшила фанерой, прогрунтовала, ну и потом клеила уже кирпичики. Сейчас подниму. Я его к стене не крепила, потому что у меня здесь батарея, мало ли что случится, я могу быстро. Еще купила доску, но мне не хватило доски, и я приклеивала уже вот такие вот, значит, как они называются-то? Ну, брус, обычный брус, вот, приклеивала сюда. Вот здесь прям видно, что мне не хватило, я приклеивала. И с этой стороны приклеила. Вот так уже. Не вот так, а вот так. Чтобы с этой стороны было более-менее закрыты были кирпичики. Вот. И положила просто сверху крышку. Можно будет ее быстренько открыть
этот камин отодвинуть в случае чего. Не дай бог, конечно. Вот грунтовка у меня почему-то была вот такого цвета. Такого цвета красного. Там у меня батарея. Прям горячо стало. Вот. Потом покупала зеркало и по размеру и закрывала. Получился такой камин. Ну, вроде рассказала, из чего и как. Он у меня уже почти 5 лет. Ничего не отвалилось. Угу. И в эту смесь, забыла сказать, в этот клей, я еще добавляла клей момент, ну, чуть-чуть там, на глаз, чтобы уж прям наверняка держалась крепко. Вот. Вроде рассказала. Если что-то не дорассказала, спрашивайте, я напишу. Но это было уже давно, я особо не помню. Но главное приехать в строительный магазин и схватить мужчину какого-нибудь, который там работает, и пусть он вам отвечает на все ваши вопросы. Ну, как делала я. Особо-то я не разбираюсь в этом. Купила инструменты себе. И шуруповерт, и дрель, и электролобзик, чтобы фанеру разрезать. Клей по дереву. Много всего накупила. Но мне, по-моему, даже с инструментами обошелся камин 4000. И он меня радует уже почти 5 лет. Вот. А уж как на Новый год я его украшаю. Ой. Ну, ближе к Новому году покажу. И еще, девочки, меня девочка одна просила органайзер показать. У нас их за 2 дня разобрали, и больше их нет. Как я успела. Прям, не знаю. Вот органайзер. Он даже вот здесь вот с ручками. Его, чтобы было удобней брать с 2 сторон и нести. Ну, здесь вот так, здесь помада, там тени, здесь пудра, маленькие, значит, маленькие духи и кисточки. Большой, да, очень нравится. Все, девочки и мальчики, пока-пока. До новых встреч.